Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, за подписки. Огромная благодарность вам за ваши комментарии и за теплые слова поддержки. Да. Тема сегодняшнего расклада. Кто и что говорит о тебе прямо сейчас? Посмотрим в данную минуточку, кто о тебе разговаривает. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты! Муза яркая, харизматичная, талантливая. Девочка, которая знает, что она привлекательна. Но главное, энергетика, энергетически наполненная. Поэтому вы притягиваете людей, которые как минимум хотели бы с вами пообщаться. А многие энергией этой, знаете, подпитаться. Позитивная очень. Вот так вас воспринимают, как райская птичка какая-то. Так, какая вы еще? Какая вы еще? Какая девочка пришла на расклад? Очень хотелось бы вам перехода на новый уровень. Может быть, это там, не знаю, мечта какая-то у вас есть. Ну вот вы хотите, чтобы она воплотилась. Наконец-то. Вот хотелось бы, опять-таки, у кого-то это на качественно, ну, понятно, более высокий уровень, может, в материальном плане, да, может быть, заработок, может быть, реализовать какие-то свои проекты, желания. При этом вы уже длительное время хотите вот этого вот перехода. Длительное время надеетесь, что что-то изменится в лучшую сторону. И при этом уставшая какая-то. Не знаю, у меня карта женщины, которая чувствует себя очень уставшей. Внешне привлекательно, но может элементарно, извините, вот что-то горло прям сводит. Элементарно сон. Допустим, дать себе время отдохнуть, элементарно здоровье поправить. Может, там поход к косметологу. Тут что-то такое, как будто бы устали, замученное. Тут дальше странные карты. Тут вышла, да, уставшая женщина. Дальше у меня карта любящего сердца. То есть при всем том, что устали, но умеете любить. И для вас очень важно любить, давать эту любовь. Но дальше карта ярость и карта, видите, как ребенка обидели. Ребенок сидит на лестнице, разодраны эти штаны, колени подраны, разбиты эти коленки. Ребенок плачет. Почему-то тут то ли разочарование в любовной сфере, мне вот так вот это прямо описано, то ли устали уже обманываться в любовной сфере, разочаровываться, может, в партнерах. Так, какой-то, видать, вот был период, когда, может быть, даже кто-то из партнеров вас выводил из себя, вот карта ярость, вы прям могли злиться на партнера, на себя, а тут уже какое-то такое идет, ну, я не знаю, это никак не смирение, это все равно у вас ощущение, как будто бы могли вас то ли предать, то ли ваши самые вот какие-то такие искренние, чистые помыслы обесценили, ту же самую любовь. Вот тут вот такое может быть. Или уже как будто бы идет такое разочарование и неверие в том, что а нужен ли партнер, а получу ли то, чего хочу от партнера. Тут вот какая-то вот с этим связана усталость. Почему? В чем ярость? Болезнь. Ворона. Ну часто вот так вот у меня проигрывается карта воровство, особенно если тут еще карта болезни, видите? Тут у женщины вдоль спины как разлом такой, да, как позвоночник. Это где-то опора на саму себя. Происходит вот такое где-то. И карта воровство это иногда проигрывается, когда к вам приходят люди, допустим, которые хотят от вас брать. Воровство это когда человек приходит, ворует, да, и взамен тебе нифига даже спасибо не говорит. И это получается за твоей спиной все происходит. И вот тут вот ярость у вас могла тоже проигрываться. Почему? Потому что, допустим, вы с чистым сердцем кому-либо, не буду привязывать это прям к мужчинам, к партнерам, ну, может быть, ближайшему окружению, может, коллеги по работе, может, вообще вот какую-то вот вы смотрите, там, подруги даже, да, повторюсь, и вы видите, что люди больше как будто бы от вас берут. Когда им нужно, они возникают там на вашем пороге. Когда вы нуждаетесь, то
искренне нуждаетесь в чьей-то помощи. Может, это так не проявляется. Тут вот и поэтому отчасти вот такое, как разочарование, может прям до слез даже иногда. И у кого-то это, повторюсь, это как болезненно настолько было для кого-то вот каким-то этим уроком, да, назовем это так. И в том числе это как опору из-под ног, как у вас могло подбить чуть-чуть. Ну, неуверенно в себе стало, более неуверенно. А вот эти карты, это говорят о том, что на самом деле вы очень яркая, вы привлекательная, и потенциал тут у вас огромный есть, и талантливая. Но просто вот почему-то сейчас, как вот, не знаю, не буду говорить, ну, как буксуете, если можно сказать, некрасиво скажу, ну, как будто бы на месте топчетесь, и этот самый заветный переход на новый уровень, та самая белая полоса, она почему-то как будто не наступает. Ну вот, и вот такие эмоции тут описаны. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так, смотрим, кто и что говорит о тебе прямо сейчас. Кто говорит о тебе прямо сейчас? И что этот человек говорит о тебе прямо сейчас? Кто говорит о тебе прямо сейчас? И что человек говорит о тебе прямо сейчас? Кто? Что? В эту минутку разговора. Может, это ваш, не знаю, что, начальник, коллега, может, ваша подруга. Кто говорит и что говорит о вас прямо сейчас? Итак, кто говорит о вас прямо сейчас? Ух ты, кто? Только хотела я сказать, что этот человек тут моральные, высокие моральные какие-то принципы, ценности, открытые ладони. И тут же у меня карта компас и волк в овечьей шкуре. Но сейчас я уточню, кто это. Боже мой, что это? Белая ворона, коса. Ой, девочки, это ваш друг, к сожалению. Почему я так говорю? Ну, может быть, бывший друг. Карта коса и дружба. Сейчас. Так, это мужчина или женщина? Ангел, демон. Так, это мужчина или женщина? Так, сейчас я выложу. Нам надо понять, это мужчина или женщина. Тупик. Мужчина или женщина? Это женщина. Женщина о вас говорит прямо сейчас. Так, смотрите. Тут проигрывается женщина, которая с вами, ну, раньше вы были друзьями, вот так вот. А сейчас по карте коса, ну, скажем так, почему-то дружба ваша закончилась, приостановилась. При этом у меня такое ощущение, как будто бы вы можете вот даже не дружить, но вы у этой женщины в голове постоянно сидите. И вы очень сильно друг на друга повлияли. Повлияли, да. Ну, да, друг на друга. Это бывает так, когда, знаете, в юношеские там какие-то годы, там мы в период становления, мы вместе дружим, да, там, и ну, мировоззрение одного человека формирует мировоззрение другого. Может, вместе там взрослеют люди и набираются какой-то мудрости житейской, проходят через какие-то, в том числе, невзгоды. Но почему-то мне так вот, как будто бы человек, с которым сейчас у вас, ну, может, дружба, она точка поставлена в этой дружбе, да, троеточие. Но по косе скорее нет, разрушено почему-то. Так, ладно, это женщина. Это как-то интересно. Императрица, замужем, детки. На самом деле интересная женщина. Может быть достойна во всех смыслах, наделена наилучшими характеристиками 4 королев. Тут и интеллект, и может карьеру строить, и внешне привлекательно, и сексуально,
интересно, и энергия есть для того, чтобы что-то творить. Но вот сейчас у нее тупик в ее жизни какой-то. Может быть, та самая энергия перекрыта. Она в каком-то находится сейчас тупиковой ситуации, в каком-то положении таком. Так, женщина, ну, как и многие из нас, ангел и демон, может по-разному проявляться. В том числе, если вот ей нужно чего-то достичь, тут мост карта, если она ей нужно проложить дорогу, она может проявляться и по-хорошему, и по-плохому. Тут, знаете, такая, где-то вижу цель, не вижу препятствий, да, вот тут это может проиграться так. Так, а внешне для нее очень важно показывать вот это все-таки карта мораль, это, ну, не знаю, одобрение социума. Ей почему-то это выгодно, удобно, или же ну, она привыкла так себя показывать. Где-то лучше, чем она есть, транслирует себя. Но, опять-таки, по карте компас, может быть, даже вы знаете, что она на самом деле не такая белая и пушистая, да, тут все-таки, видите, женское личико такое, и тут волосы, а под низом скрывается волк. То есть, да, ради своих целей она может пойти на много. Волк в овечьей шкуре, да. Особенно это касается, вот тут прям конкретно касается каких-то темных дел. Тут карта Эрос. Если связано с мужчиной, да, тут человек, она может вплоть до того, что карта магия, карта замок. И даже белая ворона мне говорит о том, что она может применять и магию, и обращаться к кому-то. То есть тут любые способы хороши. Для чего? Для того, чтобы достичь желаемого. То есть, если мужчина у нее там какой-то появится, и не приведи Господи, он интересен и вам будет, и то пойдут в ход любые методы, такие прям страшные даже. Ради мужчины готова тут любимого, наверное, тут даже влюбленность даже. Даже не сколько влюбленность, тут карта Эрос. Это может быть сексуальное влечение, это может быть желание заполучить именно этого мужчину. Подпишись на канал и поставь лайк. Но и опять-таки, внешне она это будет все скрывать. Карта мораль, и тут карта замок, замок на магию. Замок после магии, это говорит о том, что она будет это скрывать всячески. Вы даже можете об этом не догадываться. Ну, белая ворона это... Так, а ну давайте, коса, дружба, причастие. Я не удивлюсь, что даже вы могли быть в прошлом очень близкими подругами. Вот все-таки мне об этом говорит эта карта причастия. Так, белая ворона это она. Белая ворона это вы. В чем белая ворона? Ну, тут скорее даже и не буду говорить белая ворона, она, вы, это... Тут, скорее всего, характеристика, правда. Она готова к каким-то любым способом, нетрадиционным, нестандартным, для того, чтобы получить желаемое. Может быть, даже отчасти, повторюсь, даже если большинство там будет, не знаю, придерживаться какого-то сценария одного, у нее такое мышление, что она готова использовать любые, повторюсь, любые тут какие-то возможности для достижения поставленной цели. Именно в этом, как белая ворона. Ну, какой-то пример, может, приведу не совсем. Ну, даже если она тут не глупая, очень не глупая. Допустим, если там кто-то из родных приболел, там, или она, допустим, да, даже приболела, она может использовать все достижения, использовать и деньги вкладывать в какие-то обследования, в какие-то, может быть, в препараты, в какие-то, может, последние достижения вот современной медицины, и наряду с этим может обращаться к каким-то бабкам, знахаркам, к экстрасенсам, к шаманам. Ну, вы понимаете, да, вот такой спектр какой-то. Вот тут, то есть эта женщина будет, ну, может быть, как и многие из нас, но тут может обращаться, и вообще тут как-то может... И это касается почему-то, вот тут больше как будто ее любовной сферы и взаимоотношений даже. Вот тут вот так вот.
Паутина и карта инициатива. И опять-таки, она может быть как вот белый, ну тут и дьявол, и ангел, и тут как будто бы она может, ну, в одни моменты она может, правда, по карте мораль, правда, как будто бы проявляться и помощь кому-то оказывать. Вы даже можете думать, что это искренне. А в другой момент вы понимаете, насколько человек может быть. Тут даже не лицемерие, она на самом деле может быть такой вот. Как где-то искренне может кому-то помочь, и тут же может там через какое-то время движима своими какими-то планами, целями, у нее какие-то свои задачи, желания, она может вообще тут пойти чуть ли не по трупам. Вот так, для того, чтобы желаемое получить. Но у меня вот такой портрет вышел, вот такой вот при этом, ну, женщина, в прошлом ваша подруга. Вот у меня так вышло. Вот сейчас она о вас говорит. Так, а сейчас? А сейчас почему-то болезненное какое-то состояние. Видите, как, ну тут не знаю, между вами как то ли проблема какая-то у вас произошла. Не знаю, между вами вот что-то случилось, я уж не знаю. Ну, тут карта коса разрушена, дружба та самая. И тут карта болезненный такой, скажем так, осадочек. Ну вот так вот. Вот это вот бывшая ваша подруга, назовем это так, она, которая на самом деле в прошлом вы могли очень многим делиться. Это карта причастия, тут как слияние. Вы можете о ней очень много знать, она может о вас очень много знать. Вот тут такая прям, может, очень близкая подруга. Ну, это в прошлом, как дружба это осталось. Итак, что она говорит о вас прямо сейчас? Угу. Так, эго это ваше. Это мужчина какой-то. Да, без бутылки корвалола тут не разберешься. Но почему-то она говорит о том, что... Так, это вы в таком состоянии? Удача. Дорога. Давай. Ну вот, она кому-то рассказывает о том, что вы сделали выбор в сторону какого-то мужчины. Карта принц. Ну, и выбрав этого мужчину, вы вроде бы стараетесь баланс держать, то есть как будто бы ситуацию под контролем постарайтесь, какая бы она ни была, эта ситуация, с ним отношения, какими бы ни были, допустим, вы там не старайтесь не выносить ссоры из избы, да, если вы с ним во взаимоотношениях, или пытаетесь их выстроить. Скорее всего, но при этом вы тут расстроены, и как ребенок, видите, тут сидит на ступеньках, штаны разорваны, коленки тут побиты, порваны, плачет ребенок. Где-то как будто бы обманули ваши какие-то ожидания. Может быть, вы сами, получается, выбрав этого мужчину, ну, тут какая-то взаимосвязь есть. Тут есть еще вот эти карты, вот я на нее положила. Карта рыбы – это удача. Карта мост – это желание построить отношения, допустим, с этим мужчиной. И вы, допустим, считывали встречу с ним, может, брак, союз с этим мужчиной, что это удача, это будет для вас хорошая идея, да. А тут карта наказания, как будто бы обернулось все совсем, ну, совсем не так, как вы мечтали. Вот она кому-то рассказывает о том, что где-то у вас какое-то состояние такое, мягко говоря, нересурсное, и вы даже где-то расстроены. У кого-то даже может проиграться, все-таки штаны разорваны, девочки, я должна это озвучить тоже. У кого-то может она рассказать о том, что материально вы, допустим, раньше были намного в лучшем каком-то положении, могли себе, может, больше позволить, или там баловали себя, или больше себе внимания даже уделяли. А сейчас какое-то такое состояние, где
но настолько вы печалитесь, да, назовем это так. Но при этом старайтесь все-таки держать себя в руках и не показывать это, ну, вот то, к чему вы сейчас пришли с этим мужчиной. Опять-таки, говорит еще о вас, именно сейчас говорит о том, что как будто бы какая-то информация о вас долетает до нее, да, то ли она получает от кого-то эту информацию. Так, целитель, отшельник, треугольник. Сейчас, о чем это? Вы целитель. Вам нужен целитель. О чем это? Боже мой, не могу понять. Девочки, я думала сразу целитель на вас ложится, да, думала, вы как карманный психолог, тут чуть ли не как вот жертвите. Тут чуть-чуть другой подтекст. Она рассказывает кому-то, допустим, что вам бы, по идее, ну, поменять бы этого мужчину, и вплоть до того, что карта огонь и сила, что, допустим, рядом с другим мужчиной вы могли бы, правда, расцвести сейчас. Карта огонь, может быть, испытывать какие-то, ну, опять страсть, как будто бы ваша жизнь бы другими красками, ну, наполнилась, скажем так. Отчасти где-то она говорит о том, что, ну, так не может продолжаться все время, а вы как будто бы в каком-то бездействии, вы не меняете свою жизнь, вы находитесь в тех отношениях, которые вас не устраивают, вы расстроены, при этом вы от всех это скрываете, стараетесь держать этот баланс. А вместо того, чтобы... Вот тут я просто дальше протрактовала, я сразу не поняла, о чем это. Тут карта воровство, бездействие и карта треугольник. Вместо того, чтобы вылечить себя, где-то искать, может быть, третий треугольник, тут в данном случае, может быть, искать встреч, общения с другими мужчинами, подбирать себе как будто другую пару, искать что-то новое. Вы по карте отшельник, наоборот, как будто закрываетесь и этого всего не делаете. Ну, где-то она говорит, что вы своими же руками, ну, каждый из нас строит свою судьбу собственными руками. А в данном случае почему-то она говорит, что вы вместо того, чтобы, ну, изменить этот сценарий, даже какой-то семейный, может быть, взаимоотношений с этим партнером, вы, ну, этого не делаете. Ну, закрываетесь, нет. Хотя может даже говорить о том, что вы там привлекательны, и вы могли бы действительно с другим мужчиной даже попытаться, с мужчинами. У кого-то тут карта правосудия, да, если вы замужем. Тут, ну, тут она может просто говорить, что какой-то не очень удачный союз. Не нужно было выходить замуж за этого именно человека, что вы, ну, вплоть до того, что вы заслуживаете лучшего. Тут карта, так, сейчас, девочки, мастер, скоробей. Мастер, скоробей. Желание. Может еще говорить о том, что на самом деле там, ну, на вас это я спросила, что даже если в этом союзе, правосудие все-таки как союз законный, где-то вы как теряете себя, что если бы с другим партнером вы были, то вполне возможно вы могли бы как мастер, то есть больше уделять бы внимание своей карьере, реализации. И где-то карта скоробей — это собственная ценность. Ну, то есть при наличии другого мужчины в вашей жизни, причем в союзе, в законном, то как будто бы вы могли бы больше себе и позволить и в материальном плане, и все-таки как реализоваться, может быть, в профессии даже, может, в каком-то как предназначении. Ну, в общем, как будто бы ваша ценность бы даже возросла, вот как-то интересно мне так. И 100% уже какие-то ваши желания бы исполнялись бы. Вот мне почему-то так вот тут идет карта расхода. Так. У кого-то, может быть, проиграется элементарно. Она может говорить о том, что сейчас у вас там какие-то есть текущие расходы.
И раньше, если, допустим, для вас бы, если бы вы там, может, с другим были раньше мужчиной, для вас это такое, знаете, было бы, ну, вот эти вот расходы, это было бы, ну, там, пошла, потратила там деньги и не задумалась, и оно никак не отразилось на вашем бюджете семейном или семейном. А вот находясь в отношениях, допустим, с этим мужчиной или ну, в этих отношениях, то для вас эти же расходы, это для вас настолько может быть существенно и болезненно, да, допустим. Вплоть до того, что, ну, человеческим языком говоря, вы там можете хотеть что-то, страстно это хотеть, да, но при этом вы не можете себе это материально позволить. И, может быть, зависите очень от мужчины. А при этом перспективы тоже какие-то не особо радужные. Вот тут такое что-то, девочки. Все как будто бы о вашей ресурсности и о вашем выборе. И о том, что, может быть, даже она говорит, почему она не меняет ничего в своей жизни, почему она вот ну, с этим мужчиной продолжает быть. И она тут как будто бы обсуждает вас и говорит, вот у нее жизнь могла бы сложиться в 1000 раз лучше, если бы, ну, сами понимаете. При этом довольно-таки высокая ваша оценка. Я не могу сказать, что именно в отношении вас, как личности, тут она как-то что-то тут говорит. Она как будто бы в плане того, что это воспринимает как вашу слабость, то, что вы с этим мужчиной находитесь. Она как будто говорит, зачем оправдывать, зачем тут баланс этот держать, пытаться, да, удержать. И когда, ну, когда, грубо говоря, вы несчастливы в отношениях, когда это даже эти отношения, в которых вы находитесь, негативно влияют на вашу, там, может быть, карьеру, даже на перспективу, возможности построения карьеры. Вот тут что-то такое, девочки. Вот это говорит ваша бывшая подруга о вас. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!